Зачем нарциссу нужна подушка для битья? Зачем нарциссу нужна вот эта жертва? Нужен другой человек, этот козел отпущения, мальчик для битья, там, груша для битья. То есть какой-то человек, на которого он изливает свой этот нарциссический гнев, на котором он срывает свою злость. Такой человек всегда есть у нарцисса. И в этом видео я расскажу, во-первых, почему нарциссу такой человек необходим, потому что это позволит вам понять мотивации, собственно, поведения нарцисса. И, собственно, что происходит с нарциссом, когда такой человек исчезает, почему для него это критично, это выбивает его, сбивает его с ног. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы говорим о том, почему нарциссу необходим человек, на которого он срывается постоянно свое зло, так называемый козел отпущения, и что с ним происходит, если такой человек пропадает. Если вам эта тема интересна, обязательно поставьте лайк, чтобы я это понимал. Подпишитесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, нажимайте на колокольчик. Вы этим видео можете поделиться в своих соцсетях, чтобы больше людей его увидели. И мы начинаем. Я уже говорил в своих прежних видео, что нарциссу необходимо иметь нарциссический ресурс, то есть это подтверждение от других людей через какие-то свои поступки или их поступки своей самоценности, своей самоважности, потому что у нарцисса с этим большие проблемы. Нарцисс внутренне нестабилен, тревожен, он не уверен в своей значимости, он не уверен в том, что он достоин любви, он сам себя любить не может, и ему необходимо, чтобы другие люди им восхищались, его любили, показывали его значимость, ну и вот прочие вещи важные для нарцисса, для повышения его самозначимости, это называется нарциссический ресурс. Нарциссический ресурс нарцисс получает прежде всего от других людей, и в частности есть такая категория людей, как этот вот козел отпущения, мальчик для битья, то есть тот человек, на которого нарцисс срывает свой гнев для того, чтобы повысить свою самоуверенность. Прежде всего нужно понимать, что нарцисс не принимает ответственность за свои чувства, за свои действия, за то, что вообще с ним происходит, и нарцисс не выносит вообще стыда ни в коем вообще проявлении. То есть как только нарцисс оказывается в ситуации, где он не очень хорошо выглядит, в ситуации, скажем так, постыдной, он этот стыд проецирует на другого человека, на того человека, с которым он находится. Это очень похоже на поведение вот подростков или детей. То есть, грубо говоря, мужчина и женщина приходят в ресторан, им приносят счет, мужчина понимает, что у него не хватает денег, ну такая, предположим, ситуация, и он начинает жене вычитывать: почему ты не положила мою карточку мне в штаны, почему ты не напомнила, что я не взял свои деньги, почему ты не напомнила, чтобы я снял деньги из банкомата и так далее. Ну вот в такого плана. То есть как только нарцисс чувствует стыд, он этот стыд тут же проецирует в качестве вины на человека, который рядом с ним находится, на эту жертву, и обвиняет во всем того человека, который находится рядом с ним. Вторая ситуация — это когда нарцисс присваивает себе что-то неидеальное, а мы помним, что у нарциссов из-за вот их незрелости, когда он что-то делает нехорошее, ему сразу кажется, что ну, не только поступок его какой-то, скажем, не окейный, а сам он не окейный. То есть он поступок присваивает себе как такую часть личности. Ну, предположим, пошли вы с таким человеком куда-нибудь в караоке. Он выходит петь, думая, что он неплохо поет, поскольку с закрытым ртом у себя в голове поет он идеально. Он начинает петь и поет криво, ну, как это часто бывает в караоке. Он испытывает какое-то такое, ну, видимо, смущение или стыд, который он не осознает, потому что они вытесняются. И плюс реакция окружающих какая-то не такая, как он себе ожидал. И вот он возвращается в этих вот таких очень скомканных чувствах за столик и набрасывается на вас, потому что зачем ты меня сюда привела, или чего ты здесь сидишь, почему ты там не заказала еще одно пиво, там еще что-то. То есть начинаются просто такие придирки, потому что вот ты виновата в том, что я себя сейчас плохо чувствую. То есть как только нарцисс обнажает свою какую-то неидеальность, для него это всегда неожиданно, потому что он всегда ожидает, что он будет идеально выглядеть. Как только он где-то вот обнажает свою неидеальность, он для того, чтобы справиться с этими сложными, непереносимыми для него эмоциями, просто сворачивает их на агрессию на вот этого вот близкого человека, на этого вот козла отпущения. Следующее, что нужно сказать, что нарцисс всегда воспринимает отношения как такую вот игру, причем соревнование. Соревнование, где кто-то должен победить и кто-то проиграть. Угадайте с 3 раз, так сказать, кто должен проиграть, по мнению нарцисса. Естественно, что вы, потому что он должен быть всегда во всем первый, он должен всегда доминировать, он должен быть прав во всех спорах, все его начинания должны поддерживаться, все начинания, которые против его начинаний или лучше, чем то, что он предложил, должно единогласно вами двумя как-то вот отвергаться. И, соответственно, в такой ситуации один из способов, как он может, так сказать, подавлять другого человека, вот жертву, это вот относиться к ней как к такому вот этому козлу отпущения, то есть человеку, которого постоянно нужно как-то пинать, впынять, я не знаю, какие-то нападки, упреки, обвинения. Просто чем больше ты это делаешь, тем больше ты чувствуешь себя, ну, как будто бы
контролирующим вот наши отношения, потому что я побеждаю, я доминирую, унижая тебя, я возвышаюсь. Также для нарциссов очень сложны такие высокоинтенсивные и труднопереносимые эмоции, такие как стыд, я уже говорил об этом, смущение, вина и замешательство, которое вот может привести к вине. Знаете, когда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что происходит, но чувствуешь, что, возможно, ты будешь виноват в результате. Ну вот, предположим, вы с нарциссом выходите куда-нибудь, ну я не знаю, где можно испытывать смущение, предположим, танцпол. Вы выходите, а он как-то вот так одет, нарядился, что чувствуете как-то неловко. И вот в связи с этой неловкостью, поскольку ему сложно с этим как-то вот справиться, он начинает на вас как-то огрызаться и злиться, потому что ну вот ему сложно с этой эмоцией как-то справиться. Это может выражаться в том, что вот опять, зачем ты меня сюда привела, здесь одни дебилы, здесь одни бараны, я не понимаю, зачем мы здесь находимся. Или это может быть какое-то пассивно-агрессивное поведение такое жесткое. То есть вы с ним прошли на какие-то танцы, он почувствовал смущение, и он вас наказывает за свое смущение тем, что ну как-то танцует, так сказать, на отцепись, с вами не разговаривает, лицо у него такое очень неприятное, молчаливое, пафосное. И вот таким образом он пытается как-то справиться с этими эмоциями. Собственно, нужно понимать, что вот в этом своем желании найти себе этого козла отпущения, человека, на которого можно постоянно срываться, нарцисс, он расписывается в своей вот этой вот какой-то незрелости, в своей психологической лени, в нежелании работать над отношениями. Потому что в здоровых отношениях как происходит? Вот два человека начинают вместе строить какие-то отношения. Тут же возникают конфликты, естественно. Эти конфликты предполагают, что каждому нужно договариваться. Ну, предположим, мужчина не хочет ходить по вечерам в какие-то, не знаю, клубы там танцевальные, потому что он не танцует. А его женщине это очень важно, потому что она этим занималась до того, как она попала в эти отношения, ну, так сказать, как они встретились. И она сейчас хотела бы тоже танцевать, она хотела бы туда ходить, показывать его своим подругам. Ей бы это хотелось. А ему это неинтересно, ему он бы хотел бы заняться чем-то другим. Но он как-то берет и идет на компромисс, все-таки договаривается с ней. Она также идет на какие-то компромиссы касаемо его какой-то деятельности. И вот они так договариваются. Но это по очень многим каким-то вот причинам. Нарцисс не будет никогда вот договариваться, потому что для него любое изменение его поведения предполагает то, что он должен столкнуться со своей некомпетентностью. То есть в случае с нарциссом, если он придет куда-нибудь там на какой-то танцпол, ему нужно будет понимать, как он там выглядит, будет ли там восхищаться. Если он, например, не танцует, и он будет там сидеть и не танцевать, значит, он будет чувствовать себя глубоко несчастным, глубоко каким-то ничтожным и обделенным вниманием, будет страдать, естественно, он туда ходить не будет. Ему будет плевать, что для его женщины это важно. То есть нарцисс не работает в отношениях. Ну, этот пример такой, может быть, немножко примитивный, пример, может быть, не очень важный, но что касаемо каких-то вот таких конфликтов на таком понятийном, на уровне ценностей, просто тут примеры гораздо сложнее привести, но вот там то же самое происходит. Нарцисс не будет идти на компромиссы для того, чтобы сделать лучше своему партнеру, потому что для него это не ценно. То есть для здорового человека ценно сделать хорошо, ну, сделать приятно своему партнеру, потому что если ты другого человека любишь, то для тебя ну, так вот жизненно важно чувствовать, что другой человек счастлив, потому что ты его любишь, и ты так как бы реализуешь свою любовь. Для нарцисса очень важно находиться вот в этом состоянии, когда он получает нарциссический ресурс. Нарцисс обвиняет и стыдит своего партнера. Наверняка вы видели такие вот ситуации, когда мужчина и женщина, предположим, когда женщина нарцисс, и женщина говорит мужчине такие вещи, что ну ты же мужчина, и ты должен, соответственно, относиться ко мне так, как я хочу, чтобы ты ко мне относился. Ты должен воспринимать меня такой, какой я есть. Ты должен, значит, уважать мои, там, какие-то мои желания и постоянно под них подстраиваться. Ты должен там, вот, ты должен. То есть ты должен, если ты мужчина, то есть, соответственно, если ты не делаешь так, как я хочу, значит, ты должен испытывать стыд. Значит, ты тогда должен стыдиться того, что ты какой-то недостаточный мужчина. То есть в такой ситуации женщина-нарцисс не проявляет какой-то гибкости для того, чтобы найти вот эти вот общие точки соприкосновения, а ведет себя, по сути, как, знаете, вот эта мифологема, капризная принцесса, которая, знаете, пальцы загибает и говорит, что ты должен делать это, ты должен делать то, иначе, если ты это не делаешь, значит, ты тогда не мужчина, ты должен вообще стыдиться из-за того, что ты не соответствуешь моим ожиданиям. Напишите, пожалуйста, в комментариях о том, как вы себя ведете, когда вы подвергаетесь, если вы когда-нибудь подвергались нападкам нарцисса, вот когда он старался сделать из вас вот такую вот жертву, такого вот козла отпущения, когда были какие-то нападки, попытки вас обвинять, стыдить, вот это вот пассивно-агрессивное поведение в ситуации, когда ты понимаешь, что он сейчас оказался в какой-то постыдной ситуации, и он вместо того, чтобы как-то ну, показать, что он смущен, ведет себя агрессивно по отношению ко мне. Это будет очень важно, вот, если вы эти примеры укажете. Я всегда вам благодарен за эти примеры, я потом их анализирую и использую в следующих своих видео, потому что ну,
то, что вы практически переживали, когда вы этим делитесь, это просто бесценно, потому что невозможно как-то, знаете, выдумать. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Для меня это важно. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подпишитесь на мой канал, естественно, если вы еще не подписались. И нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, когда я выхожу в эфир или делаю премьеры. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.